Я тебя хочу немножко вернуть в то интервью. Рома никогда себе не представлял, что война будет длиться 3 года уже. Когда получают сообщение о том, что нужно покидать свой дом, об эвакуации. Мне казалось, что даже уже и никому и не нужен этот север. Слушайте, если как Карачун идти в Кнессет и переворачивать столы, У меня были, никогда не хотел выходить из дома. Когда мне было очень тяжело. К этому можно привыкнуть. Он нас встречал всегда. Мы приезжали, он слышал машину, он выбегал. Меня не интересуют правые, левые. не хотелось там все бросить, уволиться, не знаю. Хорошие виски покупал. Помогало? Иногда. По пятницам. Они принесли реальный тебе результат? Алекс, я вчера пересмотрел наше с тобой интервью. Вообще весь этот фильм замечательно получилось. И специально посмотрел на дату, когда мы с тобой встречались. Это было 11 ноября 2024 год. То есть получается год и 8 месяцев. Я тебя хочу немножко вернуть в то интервью. Очень трогательные вещи ты говорил по поводу города, по поводу, мы говорили, как была эвакуация, как началась война. И в конце ты рассказывал о планах на город, да, то есть как ты видишь его развитие. Ты говорил о том, что у вас 25 тысяч жителей, вы стремитесь, чтобы было 75 тысяч жителей, что у вас будет железная дорога, вокзал, что будет приезжать молодежь, будут строиться учебные заведения. И еще фраза, которая мне запомнилась с тех времен, ты сказал: Ром, вот ты когда приедешь, мы будем сидеть с тобой где-то там на речке или в парке, и будем с тобой вспоминать, как здесь гремели танки, как это вообще все было, и сейчас у нас мир, и все замечательно. Мы, кстати, не говорили с тобой, когда мы встретимся, и вот спустя год и 8 месяцев мы с тобой встречаемся. Возвращаясь к тем твоим словам, к тому интервью, что-то поменялось в том, что происходит сейчас, происходило за это время? Все ли пошло по плану или что-то пошло не по плану? Я помню те съемки у меня дома, когда в разгар эвакуации войны в марте 25-го мы начали возвращаться в город, в Кирят-Шману. Ну, я не совсем так себе все представлял, потому что я напоминаю зрителям, что мы вернулись, и спустя несколько месяцев, по-моему, началась война. И начались обстрелы. Не так я себе это представлял и ожидал, что мы вернемся опять будем сидеть в защищенных комнатах, в миклатах и так далее, в бомбоубежищах. И все-таки жизнь сильнее всего, и город продвигается, несмотря на то, что было. Сейчас мы с тобой сидим вот в муниципалитете, в здании муниципалитета, у меня в офисе, и работаем над многими проектами, как продвинуть этот город. Сказать тебе, что легко? Нет, не легко. Город в плане количества населения сегодня плюс-минус, предполагают, 16 тысяч. Знаешь, было несколько месяцев назад даже и 10, и 11. И некоторые уехали на постоянно, некоторые передвигаются с центра на север. Многие пары, которые муж, предположим, нашел работу в центре, а жена тут осталась, или наоборот. Потому что не так себе люди предполагали возвращение домой. Буквально еще 2 месяца назад тут Хизбалла по нам стреляли. Дети не ходили в школу, или день ходили, а день не ходили. И все-таки мы не можем сидеть и весь день жаловаться. Если мы выбрали остаться в Кирят-Шмане, остаться на севере, значит, надо продвигаться, идти вперед и думать и о сегодняшнем дне, и, скажем так, 5-10 лет вперед. Да, есть проекты. Будет университет. Наконец-то утвердили колледж Тель-Хай как университет. Тут будут строиться кампусы, начали уже строиться кампусы. Тут будут строиться 2 новых района в Кирят-Шмане, очень больших. Кто-то скажет, что тут строят новые дома, кто тут, вообще-то нету жителей. Но если смотреть на это так, то можно вообще ничем не заниматься. Надо смотреть и надеяться на лучшее. Все-таки, если мы хотим оставаться на севере, это часть Израиля. Мы не Южный Ливан. Я часто
давал интервью и, знаешь, в порыве злости, отчаяния говорил, что государство к нам относится как к Южному Ливану, как будто мы не в Израиле. Но как замэра и житель этого города, который никуда не собирается уезжать, нам надо продвигаться, идти вперед. Поэтому тут будут строиться новые районы. Это проекты, которые уже у них есть штамп, скажем так, которые уже дали добро на это. Тут будут строиться новые заводы. Мы ремонтируем все, что пострадало. И в плане спорта, и школы, новые здания, которые строятся. Туризм. У нас большой парк. Мы оправдали там программу для футрак. Ну, я думаю, люди знают, что это футрак, да, где можно прийти, сесть. У нас тут река проходит небольшая, но есть речка, течет вода. Сесть, кофе, сэндвич, завтрак. Уже есть первый футрак. Ты знаешь, это слышится, может быть, смешно, всего лишь футрак, но люди сидят и начинают свое утро в центре города. Сейчас есть еще просьбы на такие фудтраки. У нас есть много туристов, которые сюда стали приезжать. Когда я говорю много, то до этого их было больше, да, но они не останавливались в городе, они проезжали через Кирьят-Шману, потому что у нас не было, скажем так, Кирьят-Шмана не славилась туризмом. Хоть я считаю, ну, может, я не объективно, что это самый красивый город в Израиле. Теперь туристы останавливаются тут. Домики отдыха стали появляться. Люди строят какие-то домики отдыха. Город продвигается, есть проекты. Это займет время. Что меня, да, как бы смущает, это вот эта, скажем так, тишина, которой сейчас мы наслаждаемся. Я думаю, всем понятно, что она может быстро измениться и опять получить другой оборот и превратиться, стать опять военные действия. Но если до этого, скажем так, я тоже все время падал, вот знаешь, вот это состояние, скажем так, стресса, войны, и что нас ожидает, я понял, что неважно, что будет, мы должны думать только о хорошем, и как в ту секунду, как это все прекращается, мы опять продвигаемся, идем вперед и строим заново этот город. Что ты чувствуешь ночами, когда ты вот так вот спишь с этими звуками? Я скажу так, что за это время, за это долгое, короткое время я уже начала различать, где наши, где не наши, где ирут, где падение. И, соответственно, реагировать на эти звуки, ну, защитой такой. Если я слышу, что это ирут и клей-тайс, я уже спокойна. Как бы я не иду в мамат. Я уже перестала ходить в мамат. Вот последнюю ткуфу я перестала ходить в мамат на клей-тайс. Самолеты. Ну, вот эти беспилотники. Беспилотники. Да, беспилотники. Я перестала ходить. Но в то же время у меня в мамаде был... Я одно время спала в мамаде, потому что сирена ночью, спускаться со второго этажа и потом опять подниматься. Мне в какой-то момент это надоело, я спала в мамаде. Но при каждой сирене почему-то я не волновалась за себя, я почему-то все время представляла людей, у которых нет мамада и миклата. Ночью особенно, которые идут, должны успеть за эти 13 секунд. То есть вот мой вопрос был, сколько времени есть? Попасть, так как был, это совсем недавно стало эти 13 секунд, они были мгновенны. Как я понимаю, что 13 секунд дали, потому что наша армия продвинулась, да, и время увеличилось у нас. Но это 13 секунд, это ничего, это то же самое мгновенно. В то же время нужно очутиться в защищенном месте. И я почему-то все время думаю о людях, у которых нет этого места. В Кирьят-Шмане много таких домов старых, у которых нету мамадов. Сколько километров вы от границы? Я думаю, 8 километров, наверное, мы от границы. И все время я слышу самолеты и реагирую на то, что значит идет действие. Наша армия бомбит. Если слышу за самолет, значит сейчас будет взрыв. Я услышу
какой-то бум, далеко, ближе, подальше. Когда я слышу вертолеты, часто я слышала вертолеты, я переживала из-за вертолетов, потому что я понимала, что вертолеты — это спасение. Значит, утром будут какие-то сообщения нехорошие. И часто бывало так, что на утро я слышала «разрешено к публикации», и все время, когда я слышала вертолеты, у меня есть группа с подружкой, с сестрой, я писала: девочки, опять вертолеты, чтобы все было хорошо. Скажи, пожалуйста, вот с момента, опять же, последнего интервью, я тебя буду периодически туда возвращать. Как ты думал, когда эта война закончится? Вот прошло, напоминаю, год и 8 месяцев. Я скажу со своей стороны, я предполагал там, может быть, год это прям максимум на тот момент. Что ты думал? Рома никогда себе не представлял, что война будет длиться 3 года уже, почти 3 года. Что нас эвакуируют, что мы вернемся, что мы пойдем в школу, пойдем на работу. Через буквально несколько месяцев опять будем сидеть в бомбоубежищах. Сейчас тишина, сейчас приезжают туристы. Все, что я занимаюсь, это проектами. Я, предположим, отвечаю за туризм в городе, за спорт. Очень много проектов. Вообще, неважно в какой сфере, очень много проектов. У нас ожидается великолепное лето. Каждый день выступления. Я понимаю, что это может, как я сказал, быстро измениться. Честно, никогда себе такого не представлял. Иногда ты сидишь, и ты думаешь: вау, может быть, это наша реальность, может, оно будет так с месяца на месяц, 2 месяца будет тихо, месяц тут будут какие-то боевые действия, там полгода тишины, еще 2 недели боевые действия. Как бы сказать, что это нормально, это ненормально, так жить невозможно. Ты знаешь, мне как-то взяли интервью, и мне кто-то спросил: ну, смотри, вы же живете около Ливана, как бы, может, раз в неделю будет летать ракета. Это, как сказать, фраза, которая мне с ней никогда не смириться. И я как должен смириться с тем, что тут будет, ну, может быть, раз в неделю летать ракета, это ненормально. Это было и на юге ненормально. Я знал, через что они переживают. И я хочу верить, что когда-то это закончится. Оно никогда не закончится. Мы, к сожалению, всегда будем воевать. Но если тут будет тихо на 15-20 лет вперед, есть большая разница, если тут будет тихо раз в год, раз в 2, раз в 2 месяца, понимаешь? Поэтому так жить невозможно. Таким образом семьи уедут отсюда. Да, я думаю, что останавливаться нельзя. Ну, это мое мнение, что сейчас происходит. Я уверена, что перерыв этот, перерыв такой, как бы, на словах, там, я не знаю. Этого перерыва я не чувствую. Мы же его не слышим. Да, и вчера я слышала действия, взрывы, и позавчера слышала взрывы, и жизнь, как бы, она идет здесь, люди ходят на работу, ходят в магазины, все, дети, но часто меня спрашивают люди, которые живут в центре, друзья мои все: Аня, ну как вы там, как вы там? Мне тоже не очень нравится этот вопрос, потому что я живу в той же стране, где мы все живем, и я чувствую разницу, когда я приезжаю в центр с севера. Я чувствую разницу не в тишине, не в боевых действиях, что там нету боевых. Я чувствую разницу даже в отношении и восприятии того, что происходит на севере и в центре. Я вижу эту разницу, и я чувствую эту границу уже, когда я возвращаюсь домой, я возвращаюсь в другую страну как будто бы. Мне это не нравится, я не могу сказать, мне больно за это. Я живу в том же Израиле. И в какой-то момент мне казалось, что даже уже и никому и не нужен этот север.
Было у меня такое чувство. Ну, я имею в виду... Как ты это ощущала? Ну, я слышу все время громкие слова, что север самое главное, и люди должны вернуться, и люди должны там жить, мы поможем. Я имею в виду от правительства, от всего, не от простых людей. Но я не чувствую этого, что здесь... Я чувствую, что север — это сдерживание границ, и это просто территориальная площадь Израиля. Но не относится к Израилю. Для меня, я думаю, что Израиль — это только Гуждан, мое мнение. А все остальное — это сдерживание границ. На сегодняшний день я себя так чувствую. Ты как человек, живущий на границе. Ты живешь 8 километров от границы. Ты отдаешь себе отчет, что ты живешь... Я не уеду отсюда. Ты отдаешь себе отчет, что ты живешь в территории, которая будет все это слышать. И если мы будем... Мы те самые сионисты, идеологические сионисты, которые, как ты говоришь, я не уеду отсюда. Я прекрасно тебя понимаю. Но я в том числе отдаю себе отчет, что я живу не так, как, может быть, живут в Гуждане, хотя здесь я могу поспорить, мне в Гуждане страшнее. Я в Гуждане больше смотрю по сторонам, и я вооружена там чаще, чем здесь. Живя на границе, тоже 8 километров, кстати, от границы. В одинаковом расстоянии от разных границ. Да. Но ты понимаешь, что, выбирая такое место существования и жизни, ты живешь в военной зоне или в той зоне, которая будет подвержена большему количеству защиты и обстрелов, с какой бы там стороны. Меня никто не заставил приехать на север, но именно на севере, именно здесь, в Кирьят-Шмоне, я за 14 лет жизни в Израиле, я приехала сюда и летала в отпуск за границу к маме. Когда я вернулась домой, я уже в Бен-Гурионе вышла с самолета и сказала, я приехала домой. Это первый раз было со мной, именно живя здесь, переехавши сюда на север. У меня не было такого чувства в Петах-Тикве. Я люблю Израиль, я очень сильно болею за Израиль. Но именно здесь, на севере, я сказала себе, я дома. Это привязанность к дому, к земле, или ты чувствуешь что-то на более каком-то глубоком уровне? Нет, именно... не к дому, не к месту, не к квартире, не недвижимости, да. Нет, не к стенам, а именно к этой площади территориальной. Именно вот здесь. И север для меня самое красивое место в Израиле, самый красивый район, я не знаю. Я очень люблю просто сесть в машину, мы с мужем, с Андреем, можем сесть в машину просто, и просто поехать по дорогам на Голаны. И я все время говорю, посмотри, какая красота у нас. На момент эвакуации у вас было 25 тысяч жителей, да? Сколько реально людей точно не приедут из эвакуированных, ты знаешь? Не вернутся? Да, которые вот точно уже не вернутся. Есть ли такие данные или твое предположение? Я не могу знать такие данные, потому что я предполагаю, это мое личное такое мнение, многие из тех, которые уехали, если тут будет тихо и спокойно, и я думаю, что нам предстоит еще один бой, скажем так, чтобы тут было на 20-15 лет вперед, тихо и спокойно, я думаю, что многие вернутся через год-два, потому что все равно тут есть большое преимущество в Галилее, на севере, в Кирьят-Шмоне. Да, тут нету самых больших разнообразия работ. Окей, ты можешь приехать в Тель-Авив. Тут дешевле, ты не стоишь в пробках. Твои дети растут тут совсем другим темпом. Ты не боишься отпустить их вечером гулять. Тут все друг друга знают. Ты не крутишься, твои дети, у кого есть молодежь, по каким-то клубам, и они там... Тут совсем другой образ жизни. Ты встал в субботу, ты поехал на речку, ты поехал на Кинерет, которая полчаса от Кирьят-Шмоны. Ты просто сидишь у себя на балконе, наслаждайся тишиной. И я верю в то, что если человек хочет найти работу или, как говорят на иврите, придумать себя заново, это можно сделать везде.
Да, это надо больше постараться, я согласен. Поэтому я хочу верить в то, что если будет тихо, вернутся очень многие. Потому что уехали в основном молодежь. Снять квартиру в центре нормальную за 8 тысяч или тут за 4, есть большая разница. Окей? Стоять в пробке на работу, которая 15 минут езды от тебя, а тебе надо 1,5 часа стоять в пробке, а тут ты выезжаешь без 2 минут 8, потому что тут 2 минуты. Это большая разница. Когда твои друзья живут, ну, максимум 3 минуты езды от самого дальнего там, твоего друга, и ты знаешь, что я могу, у меня есть дети, им 10 лет, я могу их отпустить пешком, я не боюсь, потому что все друг друга знают, это многое стоит. Я хочу верить в то, что очень многие вернутся. Но мы работаем не только над этим. У нас сейчас очень большой проект привести сюда новых семей. Понимаешь, помимо тех, кто уехал, не надо заботиться о том, чтобы сюда приехали новые семьи. Но они же должны чувствовать здесь безопасность, что такого не повторится. Я тебе скажу откровенно, сейчас приезжают в основном сионисты, те, кто это у них идеология, которые живут на границах Израиля, которые жили на юге, на границе с Газой, которые живут на Шомроне, я не постесняюсь это сказать. Я сейчас не беру, знаешь, у людей разные политические взгляды. Но Басов человек, который решил встать и перевести свою семью и своих детей, и сказать идеологически я сюда переезжаю, потому что сильная граница это там, где есть люди, там, где есть население, где есть жители, понимаешь? Сильная граница это... И они согласны сюда переехать. И никто им не обещал, что тут будет сразу работа для них. И никто не обещал им, что завтра тут не будут ракеты летать. Я всем напоминаю, что у нас нету ни одной секунды. Окей, поэтому помимо того, что сказать им добро пожаловать, я их не спрашиваю, какое их мнение, носят ли они кипу, не носят они ее, и какой у них политический взгляд. Честно я скажу. Да, я бы хотел, само собой, побольше бы семей, скажем так, моего, как это говорят? Взгляда. Окей. Но с другой стороны, какая у меня есть привилегия сказать семье, ты сюда не приезжаешь, у тебя не тот политический взгляд. Друзья, пожалуйста, приезжайте. Те, кто хотят, город открыт. Что чувствует человек с такой любовью к земле, к местности, когда получает сообщение о том, что нужно покидать свой дом, об эвакуации? Первая ваша эвакуация. Это было очень странное чувство. Вообще слово «эвакуация» для меня это с фильмов про войну. Это не для меня было, не в моей реальности. На тот момент сколько лет ты прожила здесь? В 23-м году, это было, с 99-го, это мы прожили... Долго. 24 года, получается. 24 года. Уже долго. Дети выросли Да, здесь. у меня дети родились здесь, в Израиле. То есть я полностью считаю себя израильтянкой. Не будем там уже во всякие подробности, но здесь мой дом, здесь моя страна, я здесь. И когда в группе было очень все сумбурно вот так вот, потому что люди не понимали, что происходит. И когда группу открыли, что эвакуация, будут автобусы уезжать, не уезжать, я говорю, куда мы поедем? Какая эвакуация? И когда в группе в WhatsApp написали в октябре, когда у нас еще жара, нам написали, возьмите с собой теплые вещи, я вообще не понимала, о чем речь идет. Значит, во-первых, я понимала, что значит какая-то информация есть, что-то знают, что нам еще не могут все полностью сказать. Это понятно. Я говорю, какие теплые вещи, о чем речь, куда мы уезжаем, насколько мы уезжаем и куда. И из всех вещей я ничего не взяла. Ничего. Я взяла просто документы наши. На тот момент младшая дочка была с нами, старшая живет в центре. Мы взяли документы, дарконы, все. Куда вас вывезли? Еще не было ничего понятно. Я звонила по этим телефонам, которые давали,
Мы уехали сначала в Петахтикву к друзьям на пару дней, но я понимала, что мы не можем жить у друзей сколько-то неопределенное время, даже неделю, 2 недели, 3 дня. Не хотела я так жить. И нам предложили в Тель-Авиве там как хостель такой, возле Ротшильд, в центре, как общежитие. И мы туда заехали, я не помню, какой день это был, число не вспомню, после 21 октября. У нас с собой был один чемодан, где вещи необходимые для ежедневного проживания, и документы, сумка с документами. Андрей уехал к себе, мы остались с дочкой в этом Тель-Авиве. И на следующее утро мы проснулись, ночь мы провели там и сказали, я не могу здесь жить. И дочка, мы не можем здесь быть. Я хочу, во-первых, я знаю, что у меня остался здесь кот, и я не смогу приезжать с Тель-Авива, даже если на месяц я остаюсь в Тель-Авиве, я не смогу приехать каждый день к нему сюда. Мы начали искать что-то поближе, я начала узнавать телефоны, все, это все было... Вы поняли, что это не на Это неделю? не на неделю. Но время нам не сказали, месяц, 2 или 3. Даже месяц, Зоя, для меня был месяц, это катастрофа. И было все очень так странно. Я помню свои чувства, когда мы только приехали в гостиницу в первый день. Вечером сказали, во сколько ужин. Это был не выходной день в гостинице, мы приехали отдыхать. Это была другая атмосфера. Я чувствовала эту атмосферу. И мы пошли в гостинице в столовую, все строем, кто был в гостинице, уже было достаточно много людей. И я села за стол, взяла там что-то поесть себе. Я смотрю вот так вот на всю картину по столам, люди сидят. И у меня такое чувство, что мы как перед газовой камерой какой-то сидим. Мне так было так тяжело. Какие-то кадры с каких-то фильмов ко мне вернулись, что это просто более современно, более на сегодняшний день, то это мне именно это я почувствовала. Я очень слежу за тобой в социальных сетях. К сожалению, с тобой очень редко видимся. Последний раз на какой-то конференции, по-моему, в Хайфе мы как раз пересекались. Я слежу за тем, как ты бьешься за город, как ты его отстаиваешь. Я не знаю, честно, есть ли еще такие мэры, замы мэров, кто настолько любит свой город. Ты здесь 2 лет, да, если не ошибаюсь вообще? То есть ты такой прям коренной житель этого города. И я наблюдал за твоими поездками даже в Кнессет. Были трансляции, как эмоционально ты отстаиваешь город. И я тебе хочу рассказать такую историю. На одном из каналов, всеми нами известный, я был в эфире, или я смотрел, я уже не помню детали, когда вот шла дискуссия, там, тут люди сидят друг против друга. Один из вице-мэров больших центральных городов, причем я не помню даже, как его зовут, и даже если бы знал, ни к чему я бы не сказал. Он сказал такую фразу как раз о помощи городам, что-то своему городу, и риторика была такая, что то, что мне не понравилось, я говорю честно, то, что все виноваты, правительство виновато, оно обязано, оно дано, мы ждем, мы сидим. И кто-то из оппонентов, тоже не помню кто, сказал прям вот мою мысль. Он говорит, слушай, ну есть вот замы мэров в этой стране, которые не ждут, которые идут и требуют, как бы, да, пока дождешься. На что тот заммэра сказал, ну, слушайте, если как Карачун идти в Кнессет и переворачивать столы, то, наверное, конечно, добьешься. Но я так не буду, я так не умею, нам типа всем обязаны. Мне это не понравилось, то, что он сказал. Но мне понравилось то, что сказал тот мужчина, который подчеркнул то, что надо идти, добиваться и делать. Знаешь, у меня двоякая мысль. С одной стороны, наверное, государство должно, обязано, в принципе, давать городам что-то как-то обеспечивать и безопасность. С другой стороны, даже я понял по себе, там, в своей профессии, в том, что мы делаем, пока ты сам не придешь, вот не будешь напоминать о себе, не будешь стучать, не будешь требовать, в принципе, может быть, мало что поменяется. Вопрос. Вот все твои вот эти походы в Кнессет, у вас были митинги, я помню, да, вы ездили. Они принесли реальный тебе результат? Я тебе скажу так. Мне нелегко ехать, и я вообще по жизни очень
Мне очень важна как бы своя личная жизнь. И мне даже как за мэру, да, которому... И мне, я думаю, это скажет любой тут рабочий в Ирие или друзья мои. Мне даже ролик на Facebook тяжело выставить. Вообще политики выставляют очень много роликов. Мне тяжело, мне иногда, я стесняюсь. Я и сейчас сижу, видишь меня. И мне неудобно ездить в Кнессет и кричать, и высказываться. Но я считаю, что государство после того, что произошло в Израиле, да, обязаны помогать городам. Я всегда говорю, это как ребенок, которого обидели в школе или побили. Он идет к своей маме с папой. Окей? Мои родители в этом случае это государство. Меня не интересует правый, левый, ликуд, не ликуд. Мне прям это не интересно никак. Те, кто должны помочь мне, должны заняться этим городом. Почти 3 года войны, эвакуации. Если мы хотим потерять север, Галилею, потерять этот город, можно и не помогать. Я понимаю, что я не электорат. Басов, как политики рассуждают? Жители этого города иногда это не понимают. Там смотрят сверху, и они смотрят по карте электоратов, где выгодно политику провести работу. Это правда, это истинная правда. Я не электорат. Вся Галилея 70 тысяч населения. Поэтому я понимаю, что помогут, мне помогут, само собой. В конце концов, какие-то бюджеты придут. Но если я не буду ехать, кричать, переворачивать столы, посылать письма, звонить, сказать тебе, что все, что кричал мэр, который переворачивал все, что возможно, все, что делал я хочу верить в то, что и другие с коалиции, я знаю, что они делали. И оппозиционеры, может быть, делали. Окей? Я хочу верить в то, что если тебя выбрали, ты все для этого делаешь. Я думаю, что был у этого какой-то импакт, и это дало свое. Сказать тебе, что все, как мы мечтали, нет. Но что-то все-таки получилось. Да, я не люблю быть неблагодарным. Да, с помощью того, что нам дают, я могу смотреть вперед. Я могу строить какие-то планы. У меня есть надежда. Да, я ожидал больше этого. Да, я не считал, что некоторые города должны получить из этой кормушки, скажем так. Я смотрю на свой город, и это беседер. Так оно должно быть. Меня не интересуют сейчас другие города. И я знаю, через что мои жители прошли. Через что я прошел. У меня были дни, когда я не хотел выходить из дома. Когда мне было очень тяжело. Потому что жителям до депутата Кнессета или до министра им не достучаться. И все, что у них было высказать, самое некрасивое, они могли тебе это высказать. Ты возвращаешься домой, у тебя 2 маленьких мальчика, которые не ходят в школу, жена, которая работает по сменам, и никого это не интересует. Ни министра и ни жителя. И ты сам сидишь. И тебе надо найти заново эти силы, встать утром, ехать, бороться за свой город. Может быть, я обижен. Я такой же человек, как и все. Может, меня что-то затронуло. Может быть, даже какой-то токбэк в Фейсбуке меня затронул. Я не стесняюсь этого сказать. Да, я тоже слежу. Много я как бы, окей, написал, fuck it, извини за выражение. И тебе надо найти эти силы. И у меня бывали дни, когда мне жена говорит, встань, Килю, мам, что с тобой происходит? И тут идет война, дети сидят на голове, жена под бомбежками едет в школу, на больницу, на работу. Тебе надо быть и другом, и за мэром, и отцом, и мужем, и выслушивать. И не всегда все получается у тебя, как ты хотел. Да, сегодня я смотрю, и я думаю, я могу вздохнуть, как-то есть какая-то надежда. Что с котом? Все это время. Когда С мы животными уезжали, же нельзя, с насколько... животными было можно. И в тех гостиницах, которые мы были, у всех были животные, но я приняла решение, что так как кот у меня выходит на улицу гулять, привести его в гостиницу и закрыть его в номере, и целый день быть на работе, не быть с ним. Номер приходили, там убирали что-то. Он мог убежать, я была уверена, что он убежит. И он не найдет дорогу обратно. И взять кота с собой, я воспринимала это так, что я
утешу себя, но не спасу своего кота. Я приняла решение, что кот остается дома. Он знает здесь все, он справится. Я ему оставляла еду, воду, открыли окно, показала, как выйти на улицу ему и уезжала. И каждый раз это было. В четверг рабочая неделя заканчивается, мы приезжали домой. В четверг по субботу мы были... В бомбежке. Да, мы приезжали домой. Можно сказать, я скажу, что на первом месте причина, почему я приезжала домой, это кот, естественно. Ну да. И было все время тяжело. И я чувствовала, он нас встречал всегда. Мы приезжали, он слышал машину, он выбегал. Я помню, что первый раз, когда мы уехали, и первый раз мы вернулись, он сильно орал, сильно. Он был, наверное, в шоке Можешь каком-то. представить себе, что он слышал первую Да, неделю? я думаю, что он боялся. И отсутствие людей, не только нас, а отсутствие людей в городе. Не было машин. На животном, мне кажется, это отражается. Он сильно орал, но со временем он перестал уже так орать. Он нас ждал, встречал. И каждый раз, когда мы уезжали в субботу вечером, он стоял на тротуаре, сидел, провожал нас. Ой, это невозможно. И я все время ревела. Я ревела всю дорогу, сколько мы были недалеко, 40 минут езды. Я всю дорогу ревела. Я видела его глаза, но он только не мог мне сказать: опять ты уезжаешь. И я начала по четвергам снимать его, как бы ставить эти сторис, что-то. И люди мне начали писать: как там Мурка, что Мурка, как он, Аня, ждем четверг. Люди начали отзываться. Я говорю: Мура, ты знаешь, ты у нас звезда уже такой в узком кругу. Ну, Год раз в неделю вы год, приезжали. да, мы приезжали Ой, в конце недели. Пушистый герой. Он был год, можно сказать, с октября по октябрь это было. И уже в октябре, в конце октября я вернулась домой, еще не было... Не возвращались же еще. Еще не возвращали, еще не было официального решения, что люди могут возвращаться. Почему ты Я вернулась? приняла решение, что я уезжала на тот период, меня не было в стране, я в Индию летала. И я сказала, что я в гостиницу не вернусь, что бы ни было, я возвращаюсь домой после приезда. Тогда еще шли действия? Еще были, да, я была здесь Ты одна. просто не выдержала, да? Я уже? не, да, я не могла, я хотела домой, и тоже, и Андрей, так как он уезжал, я была здесь одна, дочка в армию призвалась как раз в декабре, она осталась еще в Твери, а я уже вернулась домой. И вот мы с котом здесь жили. Как ты все силы эти находил? Что тебя заставляло двигаться? Не хотелось там все бросить, уволиться, не знаю. Хорошие виски покупал. Помогало? Иногда. По пятницам. Откуда силы? Ну, я просто не собираюсь отсюда уезжать. Я спросил своих детей. Одному 10, а второму 9. Вот будет, исполнится. И я могу уже с ними общаться. И они сказали на иврите «Аба зе амаком ахитов баолам». Это самое лучшее место в мире. И летают ракеты. И я думаю, в какую реальность как бы дети, в какой реальности живут? Может, они не понимают, что есть города, где поспокойней. И я спросил жену. В конце концов, знаешь, как у всех у нас семьи, и это самое важное, и самое главное, со всем уважением ко всем. И мне жена сказала: мапито, мы остаемся тут, как бы, я никуда не уезжаю. Вау, посмотри, у нас своя квартира, у нас свой, как бы, своя, это гина, как на русском, Дворик. дворик свой. Все мои друзья тут, мои родители тут, твои родители тут. Мы никуда не уезжаем. Если я никуда не уезжаю, у меня есть только один выбор – бороться за свое. И я хотела еще сказать, что все переезды между гостиницами я поняла, что в жизни вещи не имеют значения. Я год переезжала с одной сумкой. Вся моя жизнь была в одном чемодане. Ой, какая прекрасная философия. Эта моя жизнь сместилась, то есть
все, Всё неважно. все вот это вокруг, это настолько не имеет значения по большому счету. Я даже сфотографировала, у меня есть фотография, вот этот чемодан мой, дочки. И я говорю, вся моя жизнь вот в этих 3 чемоданах уместилась. В моем и дочке. Все. У меня нету страха быть здесь во время сирены, во время прилетов, взрывов. Нет страха. К этому можно привыкнуть? Реакция. Реакция притупляется. Чуть-чуть. Потому что оно уже становится как повседневная твоя Рутина жизнь. чуть-чуть. Да, рутина. Именно так. И это, я не хочу к этому привыкать, но и я уже сказала, если будет вдруг еще эвакуация, я не уеду. Я останусь дома. Можно не хочу было- загадывать, не хочу говорить об этом, что вдруг. Ну, я на сегодня я принимаю решение, что я останусь дома. Сегодня, по прошествию почти 3 лет, Кирьят Шмона какой? Для тебя, как для жительницы. Что ты наблюдаешь здесь? В плане людей, в плане жизни вообще, в принципе, городской. Я скажу так, что так как у меня нету детей школьного возраста и садовского возраста, я не могу оценить адекватно, насколько не вернулось людей. Потому что я знаю, что одна школа не открылась. Это говорит о многом, что людей много не вернулось. Есть разные цифры. Я Мы слышу- сегодня даже в пробке постояли здесь. Вот. И как на работе мы иногда говорим, что город пустой. Но и был разговор, я говорю, вы знаете, а я вот как-то вот и не чувствую город пустой, потому что я в принципе не люблю скопление людей, и для меня Да. нормально. Но я почувствовала, что да, людей мало конкретно на одном событии в этот период. В четверг, это конец недели, когда люди делают... В Израиле принято, все работают. В четверг по вечерам люди едут в суперы и покупают продукты. Это вот сейчас, в Да, это это время? сейчас. Это вот перед нынешним перерывом этим. Мгм. Мы поехали в огромный супер. В Кирьят Шмоне их несколько огромных. Мы приехали в супер. Это только супер, это не торговый центр. И заехали на подземную стоянку. И на подземной стоянке была только наша машина. В четверг. Были несколько машин, я думаю, что это были работников машины, супера. Мы вышли с машины, и я говорю, Андрей, четверг, посмотри, никого нет. У меня мурашки. И один человек катался на роликах на стоянке. И я говорю, какая классная площадка для роликов. Нету машин. Я говорю, это говорит о том, что людей мало, нету людей. Как часто и как много тебе приходилось выслушивать жалобы жителей, как заму мэра? Очень много и до сих пор. Очень много. У меня Тебе есть- надо с этим справляться. Тебе надо каждому ответить и как-то Я морально не еще- знаю, кто нас будет смотреть. Я думаю, что те, кто меня знают более, скажем так, изблизка, они подтвердят, что это так. Я думаю, что у меня есть минус, я бы сказал, в том, что я принимаю к сердцу. И это влияет мне на здоровье. Я не совру. Сказать тебе, что ничего, как бы все через меня так пролетает, нет. Бывают очень тяжелые дни. Ром, очень тяжелые дни. Потому что моя работа, она очень много моральная. Проекты, знаешь, ты можешь работать. Кто-то скажет, а сколько вы можете встречаться в муниципалитете? Но идея начинается из встреч. Встречайся, вы обсуждаете, кто-то еще присоединяется, окей? Это все занимает время. Когда человек говорит, я не вижу тут продвижения, это меня не затрагивает лично, но это, да, это я могу как бы... Что, не видит как бы, что, смотри, вот тут ремонтируют, тут заново строят, тут уже висит, что тут будет через несколько лет как бы...
За этим стоит очень много встреч, очень много мышления, очень много как бы поездок, понимаешь? Но я могу понять, в конце концов, житель, который встал, открыл свое окно, он смотрит, что тут нового есть. Есть, нету, я могу понять. Я не дурак, я понимаю. Я также могу встать и посмотреть, убрано, не убрано. Когда это чуть личное, я понимаю, что или от зависти, или просто человек негативный. Я могу сказать сейчас, я слежу за вашим каналом. У вас уникальная работа, интересная, необычная. И разные комментарии. Многие комментарии это просто люди, которые родились негативными. Сами ничего не могут, никогда не помогут, не предложат помощи. Но у них негатив идет. Малосот. Я стараюсь к этому не относиться. Сказать тебе, что это не затрагивает, я совру. Так, как будто будет. Но я прихожу домой. Вечером я тебе говорю, спасибо жене. Спасибо родителям, которые со мной это вообще про это. Им неинтересно. У меня есть домашние задания. У меня есть дети, с которыми я должен отвезти на кружок. У меня есть друзья, которым вообще все равно, зам я, не зам. И таким образом как-то, знаешь, вот эти несколько часов вечером я забываю весь день и встаю. Опять же, не просто, нелегко. Люди, я могу понять. Обиженные, обозленные, они много претензий, ожидали, что все сразу будет по-другому. Я могу понять. Моя работа намного моральная. Иногда даже как у психолога. Выслушать, понять. Люди не вернулись после эвакуации, я считаю, что они не приехали и уехали. Люди жили год где-то, а жизнь идет, у людей дети, работа. Люди начали устраивать свою жизнь. И это вполне понятно, почему люди не вернулись. Очень много бизнеса, частного бизнеса закрылось. Мне болит за этих людей, которые есть бизнес, и он закрылся, и он открылся, закрылся, открылся, закрылся, открылся, закрылся. Самое главное, естественно, это деньги. Ну, послушай. Вкладывать нужно в развитие какое-то. Зоя, вы проезжали по городу. Элементарные дороги. Есть дорога у нас, которая вся развалена не потому что от старости, а потому что по ней ездила военная техника. Конечно, 3 да. года. Она ездит и сейчас. И дороги разваливаются. Разваливают. Нету... Я не такой вот, не человек-массовик-затейник, не участвую в культурной жизни города. Я даже не знаю, как сформулировать вот свое... Что должно произойти, чтобы здесь вернулась жизнь. Но она не такая, как была раньше здесь жизнь. Но ты же прекрасно понимаешь, что вот как ты правильно сказала, люди уехали, они были эвакуированы, они построили свои жизни уже в других местах, у них там где-то учатся дети, они нашли другие работы. Люди, живущие на границе, это преданные местности люди из сионистских соображений, из соображений любви к виду, к ландшафту, к горам и природе и так далее. Но мы с тобой с этого начали. Мы отдаем себе отчет, где мы живем. Поэтому, строя бизнес, притом стоит отметить, что я не приехала к тебе с центра. Мы с тобой в одной лодке. Ты прекрасно знаешь эту жизнь. Я прекрасно знаю, и я, как это, ультраортодоксальный северянин, да, скажем так. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что я, строя бизнес на земле голландских высот, скажем так, должна иметь еще какой-то бизнес, на всякий случай. Да? Потому что это нестабильная земля. Я молюсь и очень хочу, чтобы она была крепкой, уравновешенной, устойчивой, и чтобы наша армия нас берегла и так далее.
И чтобы вокруг не было врага, и. Но я прекрасно знаю, что я поселенец. И свой бизнес я буду строить здесь. Я знаю, что мои дороги голландских высот, они все изрешеченные тамками. Гусеницами. Там ездят танки, и я знаю, что я живу на военной территории. И через меня будут пролетать вертолеты с эвакуированными солдатами ранеными. И я буду слышать и знать, как ты, точно так же определять, нас бомбят или мы бомбим, низко летит в Сирию или в Ливан. Я буду это знать, я отдаю себе отчет. Я спрашиваю тебя, как ты представляешь себе хорошую жизнь в Кирьят-Шмоне, да, скажем так, но с учетом того, что здесь всегда может что-то произойти, я думаю, что люди, которые отсюда уехали, да, были эвакуированы, несмотря на то, что они начали свою жизнь заново в других местах, это тоже люди, которые любят, да, там эту местность. Может быть, они вернулись бы сюда, если бы... Что? Если бы на дорогах не было бы символов гусениц, ну так мы же еще не закончили, как ты говоришь. Мы же все еще продолжаем. Тогда что нам чинить? Да? Но зато из разговора с вице-мэром города я понимаю, что есть даже расширение в городе, строятся 2 новых района. Да, вот у нас стройка. Вот. Мы проехались по городу, мы проехались по его границам и даже попали в пробку чуть-чуть. Да, сегодня воскресенье, да. Я заехала на заправку, я посмотрела там, где... Ну, чтобы посмотреть, а что, сидят ли люди, пьют ли кофе на улице? Пьют. Пьют кофе? Я не заходила в торговый центр, каньон. Но я знаю, что такое каньон на севере. У меня вообще его нет, у вас хотя бы есть. Здесь хотя бы можно зайти в торговый центр, у нас его нет. И мы знаем, что такое... Я поняла, что ты имеешь в виду. Ну вот, слушай, ну я не знаю, что я хочу. Ты же понимаешь, что... Я скажу честно, Зоя, меня все устраивает. Люди, которые возвращаются раньше, чем возвращают эвакуированных, да, просто потому что все, хочу домой, не уезжают, не ищут себе какого-то другого места жительства. Это те люди, которые отстроят этот город. Ну, мне хочется так верить, да. Потому что жизнь, она здесь как-то вот начинает ощущаться. 100% отстроят, и жизнь, и жить будут, и все. Я помню, когда мы приезжали во время эвакуации, город был пустой, людей не было. Конечно. Тротуары, по которым ходят люди, они все проросли травой. Все проросло. Была трава мне по пояс. У меня где-то даже видео есть. Мы выходили, гуляли с Муркой. И это вот как Чернобыль, знаешь, безжизненная площадь, где нет людей, что природа берет свое. Вот вы исчезли, значит, дайте природе. И она полезла везде, все было пророщено, все заросло здесь. Тоже в один момент я даже радовалась этому. Мне нравилась тишина, да. Мне нравилась безлюдность. Но город должен жить. Да, мне нравилось. Когда мы заезжали в город, светофоры все были желтые, мигали, чтобы не было остановок. Да. Это тоже, это не сломанный светофор, не рабочий. Это говорило о том, что люди могут ехать, если они здесь, не останавливаясь. На кольцо вот так объезжать по правилам. А здесь короче, и мы ехали вот так прямо. Мы не объезжали кольцо даже, чтобы быстрее приехать домой. И в то же время наш дом здесь. На все вот эти вокруг происходящие события, мой дом здесь, в Кирьят-Шмоне, на сегодня. И я верю, что будет все хорошо. По-другому быть не может. У нас... Сейчас Хезболла достаточно отбросили мы ее. Боевых действий уже меньше слышно.
Правильно. По твоим ощущениям, то есть мы движемся в правильном направлении. Как ты видишь, как далеко мы отбросим и насколько наступит это затишье? То, что ты наблюдаешь сейчас. Смотри, наша армия провела очень хорошую работу. Не только провела, они проводят, они там. Тут даже есть коллега в муниципалитете, который с первого дня был в Ливане. Думаю, у всех у нас есть друзья, которые там служат. И ты слышишь не от СМИ или там Довер Цааль, а от тех солдат, которые держат оружие, там воюют и защищают нас. Я всегда им говорю спасибо, что мои дети спят спокойно. Да, кто-то скажет, какое спокойно. Потому что, летали ракеты, и они, может быть, и будут летать. Все равно мои дети спали с помощью них. И мы проводим очень хорошую работу. Я тебе могу сказать, сегодня я знаю, что мы продолжаем атаковать в Ливане. Мы даже этого тут не слышим уже. Очень редко. И даже странно. Ой, слышал? Типа, иногда даже было скучновато, что мы не слышим, как там мы их бомбим. Знаешь, когда ты привыкаешь уже сколько год, и тут была такая тишина, и ты думаешь, что слишком тихо, как-то стрёмно становится. Ты знаешь, у нас такое ощущение бывает с Зоей, мы ездим когда в сторону Газы, несколько раз в месяц. Одно время там постоянно боевые действия, а в последнее время ездишь, и как-то неприятно тихо. Как-то чего-то не хватает. Где? Вечером ты сидишь, пьешь кофе, закурил сигарету, и ты привык уже. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И тут вдруг стало тихо. Я помню, и мне жена говорит, что слишком тихо. Она говорит, как-то даже пугает. Говорит, они что, не атакуют там больше? Я говорю, нет, просто они отодвинулись. И танки сдвинулись от нашего дома уже туда, в Ливан, подальше. Знаешь как, мне жалко наших солдат. Потому что находиться в этом болоте столько много уже дней. Мне очень больно за наших солдат. И то, что они устали, и то, что там погибают наши ребята. И я слышу, когда я встречаюсь с друзьями, и мне хочется сказать, давайте их всех домой. А с другой стороны, я не раз говорил, по-моему, даже у тебя, я никому не доверяю, кроме нашей армии. Были там уже, сидели, с каких-то стран, которых я даже и не знал, что существуют. Фиджи, Шмиджи, Сейшель, которые они сами не знают, где они находятся. И кто сейчас там будут находиться? Турки, которые ждут нас только уничтожить. И говорят, какие войска? Смотри в Газе. Причем это же, как жуки, они за секунду восстанавливаются. За секунду. Ты только отошел, они восстанавливаются. Понимаешь? Поэтому, с одной стороны, мне очень больно за наших солдат. Но с другой стороны, вот эта тишина, которая сейчас есть, это только с помощью нашей армии. Мне больно за солдат, мне больно за моих детей, мне больно опять за этот город, мне больно за весь север. Мне больно за все, что происходит в Израиле. Потому что я считаю себя патриотом и сионистом. И не сионист, как себе представляют, там, в Европе, значит, там, за геноцид, оставь, там живут по тик-току, трендам каким-то. А сионист, я люблю всей душой эту страну, я ничего другого не знаю и не собираюсь. У меня была возможность, как у многих, и в Канаду уехать, и в Америку. Я мог уехать куда угодно. Я знаю английский, у моей жены хорошая профессия. Да я такой человек, который всегда на свои ноги падаю. Но я не собираюсь никуда уезжать. Это мой дом. Я родился на Украине, но это моя родина для меня. И когда меня спрашивают про другие войны, может, оно связано, меня не интересует. Меня интересует только мое государство, мои солдаты, мои друзья, мои дети. И все, что происходит в Израиле, вообще все, левые, правые, харедим, хилоним, мне это вот тут сидит. Понимаешь? Что тут жители настолько уже сытые, что они между собой воюют, что да, нам дали достаточно компенсации. Я просто хочу, чтобы мы понимали, один раз так трахнули, чтобы они больше не встали на 30 лет вперед.
И чтобы мы могли заниматься тем, что грязно в городе, не грязно в городе. Достаточно тут есть спортзалов или недостаточно. Есть много туристов. Вот этим я хочу заниматься. А не что будет через несколько часов, и что люди на взводе, и что все друг друга уже не могут переваривать, всех все бесит, все тут уже рехнулись. Я не знаю, если люди понимают, что вообще происходит. У войны есть последствия. Поэтому если есть война, и дядя Сэм не понимает, потому что он сидит в Америке, он даже не знает, что существует Кирьят Шмона, или кроме Тель-Авива и Иерусалима. Ему это до фени. Понимаешь? Но я ожидаю от своего правительства, чтобы они, я не хочу матом, но так дали один раз. Я очень надеюсь, что наша следующая встреча будет с Будет тобой... вместе с дядей Сэм. Будет где-нибудь на той самой речке, о которой ты так часто говоришь. И о войне мы будем говорить только в прошедшем времени. Аминь. Я желаю всей этой стране, чтобы мы, Баймет, поскорее вернулись к нормальной жизни. Не только на севере, знаешь. Всегда говорим Тель-Авив, Медина Тель-Авив, государство Тель-Авив, во север. И сколько нас тут? С Метулы до Эйлата 5 часов езды. Вот вся страна. Тут нечего что делить даже. Поскорее вернуться к нормальной жизни и мирного неба. Даст Бог, все будет хорошо, и мы победим. Мы уже побеждаем. Сильная армия — это сейчас не простые слова, просто так для того, чтобы сказать их. У нас действительно сильная армия. Я знаю, у меня дочка служит в армии. И я ей всегда говорю: ты мой герой. И все эти мальчишки и девчонки, я очень хочу, чтобы они вернулись домой живые. Все. Несмотря на то, что война — это потери и гибель людей, но у нас самая сильная армия в мире. Это правда. И все это знают. Не все это принимают, но все это знают. Поэтому армия выполняет приказы. Спасибо. Прошу прощения.